Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как заменить подшипник передней ступицы автомобиля ЗАЗ Таврия Славута. Подшипник у меня фирмы Profit, и он подходит к автомобилям Opel Astra F9198. Качество у него хорошее. Подшипник этот закрытый и имеет наружный диаметр 64 мм, а внутренний 34 мм. Толщина 38 мм. Для того, чтобы снять переднюю ступицу, необходимо открутить шаровую опору, что я уже сделал, и снять шланг подачи тормозной системы и открутить переднюю стойку. Перед снятием ступицы необходимо пометить этот эксцентрик, для того, чтобы при сборке не нарушился развал схождения передних колес. Помечаем место на эксцентрике и на амортизаторе. Я использую для этого краску. И откручиваем болты и гайки крепления передней стойки. Теперь выбиваем болты крепления передней стойки. Снимаем ее с крепления, а затем с этого шланга. Теперь нам нужно разобрать ступицу. Для этого откручиваем барабан ступицы. Теперь снимаем тормозной диск. Как видите, на нем выработка есть, но еще не очень большая. Поэтому менять его не буду. И снимаем тормозные колодки, отведя их внутрь. Снимаем пружину фиксации колодок. И можно приступить к демонтажу суппорта. Гайки направляющих пальцев имеют разъем под ключ на 13. Очень часто в этом месте крепления суппорта к пальцам они прикипают, поэтому невозможно отсоединить от суппорта направляющие пальцы. В этом случае я советую достать его со своего места вместе с пальцами и затем, слегка проворачивая, вынуть пальцы. Видно, что пыльники пальца уже полопались. Они были дешевые, поэтому не покупайте дешевые пыльники, они рассыпаются. Здесь видно, что все прикипело капитально. Но я пальцы снимать не буду, потому что поставлю все в сборе на новый кулак. Теперь откручиваем от кулака защиту. Она крепится на 3 болтах.
теперь, используя оправку или головку на 24, выбиваем ступицу из подшипника кулака. Вот видно, что на ступице осталась обойма подшипника, которую необходимо будет снять. Теперь снимаем пыльник. И снимаем стопорное кольцо подшипника. Оно еще целое и пойдет на новую деталь. Теперь снимаем пыльник с другой стороны. И здесь тоже есть стопорное кольцо. Нам нужно его снять. Старый подшипник я доставать не буду, потому что этот кулак мне уже не нужен. Для запрессовки и выпрессовки подшипника я буду использовать специальную приспособу. Но если у вас ее нет, то вы можете сделать своими руками. Теперь смазываем посадочное место подшипника в кулаке с помощью литола. Теперь ставим с одной стороны стопорное кольцо. Опускаем сюда новый подшипник. Ставим сверху упор, а с другой стороны обычную пластину. И будем запрессовывать. И теперь можно проверить, как зашел подшипник. Подшипник зашел полностью, и можно ставить второе стопорное кольцо с другой стороны. Теперь необходимо снять внутреннюю обойму подшипника со ступицы. Для этого я буду использовать такое устройство, которое позволит мне это сделать. Я вставлял внутрь болт, чтобы была опора для инструмента. И вот уже все готово. Вот ступица готова. Теперь необходимо ее почистить наждачной бумагой от всяких кусочков грязи и ржавчины. Очищаем ее до блеска. Теперь ставим на ступицу пыльник, не забываем про него. Теперь ставим на подшипник пыльники. Пыльники не перепутайте. Снутри идет пыльник широкий, а снаружи узкий. Я слегка смажу его графитной смазкой. Теперь смазываем ось ступицы литолом и начинаем запрессовывать ее в подшипник. Теперь прикручиваем на место защиту. Теперь можно поставить на место шаровую опору. Я использую шаровую опору ФСО. Здесь все серьезно, даже и защитный колпак.
и 2 болта фиксации его. Я слегка расширил с помощью отвертки этот паз. Теперь необходимо смазать литолом палец шаровой опоры и начнем ее ставить на свое место. На следующем этапе мы будем устанавливать суппорт на ступицу. Для этого я купил новые пыльники. Покупайте пыльники пальцев суппорта такие, чтобы были мягкие, потому что если жесткие, они рвутся и их невозможно надеть на эти пальцы. Это целое мучение. Сначала надеваем пыльники узкой стороной на пальцы суппорта. Вот они, видно, что хорошо тянутся, мягкие и не рвутся. Хотя стоят они в 2 раза дороже, чем те дешевые. Поэтому не экономьте на пыльниках. Вот он хорошо сел на свое место и никуда уже не денется. После этого необходимо хорошо вытереть пальцы суппорта от грязи, направляющие, и смазать их с помощью специальной мастики для суппортов. Она имеет частички меди в своем составе и такая желтая. Совсем немножко нужно, чтобы она не пружинила. И после этого устанавливаем суппорт на свои направляющие. Теперь одеваем пыльники пальцев на корпус кулака. Теперь проверим, как передвигается суппорт по своим пальцам, нет ли заеданий. Передвигается легко и без проблем, значит можно собирать дальше. Теперь устанавливаем на свое место пружину фиксации тормозных дисков. Она ложится в этот паз. И начинаем вставлять тормозные диски. На тормозных дисках есть такой срез. Его необходимо ставить по ходу движения колеса, для того чтобы грязь, попадающая под накладку, ее не стирала. Вот все на своем месте. Теперь ставим на свое место тормозной диск, проверяя, чтобы на нем не было трещин и сколов. И прикручиваем сверху тормозной барабан. При установке тормозного барабана необходимо убедиться, что поверхность, которая контактирует с тормозным диском, ровная, иначе будет биение. Если есть какие-то неровности, берем большой абразивный круг и по кругу все сравниваем, чтобы не было ни бугров и впадин. Теперь он ровный. Теперь необходимо проверить, чтобы колесо крутилось без проблем и всяких трений. Все вращается хорошо, значит можно ставить эту деталь на автомобиль. И выставляем болты крепления по нарисованным меткам.
затягиваем болты крепления шаровой опоры. И после этого осталось только закрутить гайку ступицы, хорошо ее расплинтовать, и можно ехать в дорогу. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как своими руками заменить подшипник ступицы на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.